От старших я слышал, что подальше от железной дороги, в глубине степи, изредка показывались дровы. Слово это очаровывало меня. Прислушиваясь к рассказам старших, я мечтал увидеть когда-нибудь на самом деле эту птицу, которая представлялась мне в моем воображении огромной и прекрасной. Я не знал, что дровы очень пугливы и не подпускают к себе близко человека. Но до прогулок в степь было еще далеко. Прогулки эти начались только тогда, когда к маме на побывку приехала ее младшая незамужняя сестра, Мария Игнатьевна, тетя Маня, как мы с братом ее называли. Тетя Маня получила особое и незабываемое значение в моем детстве. Она очень любила стихи, знала много их наизусть, и на прогулках с нами постоянно нам их читала. Ее любимыми поэтами были Жуковский и Пушкин. С волнением и восторгом я впитывал в себя строфы немыслимой красоты и очарования. Помню, это было зимой, морозный день. Мы шли по берегу нашей реки, и тетя Маня читала: «Мальчишек радостный народ, коньками звучно режет лед». И еще: «На красных лапках гусь тяжелый, задумал плыть по лону вод, ступает бережно на лед, скользит и падает». На этих прогулках с тетей Маней во мне зарождалась любовь к поэзии. Они открывали мне доступ в мир, о котором я дома не мог составить представление. Ни отец, ни мать моя поэзии не любили. Зато тем более сильными были мои музыкальные впечатления. Отец перевез из Киева в Константиновку пианино, купленное им в рассрочку. Вернувшись из конторы после ужина, он любил играть на своем скромном инструменте. Как только начиналась игра, в комнату, где стояла пианино, стекались любители музыки. Это были наш кот, брат мой и я. Кот сворачивался калачиком недалеко от фортепиано, мы с братом рассаживались на стульях и с жадным вниманием слушали. Но скоро наступал вечер, брата и меня загоняли спать. С грустью покидали мы комнату, где играл отец, и укладывались в свои кроватки. Вскоре, впрочем, наступало утешение. Звуки музыки прекрасно доносились в спальню. Отрадно было в тишине прислушиваться к тому, что происходило в музыкальной комнате. Сначала я долго не мог заснуть, но наконец засыпал во время какого-нибудь перерыва, потрясенный услышанным и совершенно счастливый. К отцу, который так хорошо играл, у меня было чувство благоговейной любви и уважения. Отношение это всячески поддерживала мама, чрезвычайно внимательная к авторитету отца. В вопросах духовной жизни он был для нее высшим и непереложным судьей. Любой человек, не признававший за отцом этого его значения, переставал для нее существовать. Но в то же время подлинной руководительницей нашего дома и всей нашей жизни была именно она, наша мать. Она не только преданно заботилась об отце как жена, но и управляла его поступками во всех серьезных делах, вплоть даже до служебных. Отец мой был усерден и исполнителен по службе в конторе. В то же время он был натурой артистической. Он был робок, пассивен и склонен отступать перед трудностями, которые жизнь воздвигала на пути его. Мать боролась с трудностями, и отца заставляла не поддаваться им, оказывать им сопротивление. Именно она настояла на том, чтобы меня и брата отвезли учиться в Киев, а не в один из соседних городов Донбасса, и уговорила свою сестру Марфу Игнатьевну Череповскую принять нас к себе на пансион. И во многих других важных случаях и вопросах жизни она сыграла роль руководящую и почти всегда благотворную. Жизнь наша в поселке бутылочного завода шла чрезвычайно монотонно и размеренно. В 8 утра отец должен уже был сидеть в конторе. До нее было минут 20 ходьбы по широкой утрамбованной шлаком дороге. От 12 до 2 часов был обеденный перерыв, а затем снова работа в конторе до 6 вечера. Обо всех этих часах оповещали мощные заводские гудки. Мама никогда не запаздывала с обедом. Как только отец переступал порог, его уже ожидал в кухне приготовленный полный кувшин воды для умывания, а на столе обед. После обеда и кофе отец отдыхал, а мы с братом шли в наш двор и играли там. Строили из красных кирпичей, сложенных у забора, домики и насыпали между ними дорожки из песка. Вдоль забора цепочками ползали красные клопики, солдатики, черными пятнышками на спинках. Когда нам надоедала наша несложная однообразная игра, мы развлекались мамиными птицами. Это были гуси, утки и куры. Они занимали часть огорода у заднего забора. С братом я играл очень дружно. Никогда между нами не вспыхивали ссоры или драки. Мы быстро обо всем договаривались и уступали друг другу.
очень дружные между собой, но были оба молчаливы и скрытны, таили в себе свои впечатления и мысли.